Всем привет! Сегодня я расскажу подробно, как вязала такой топ, майку из льна с ажурным узором сверху и снизу. Я вязала из пряжи от Siam Linen 100% лен, моточки 50 граммов, длина нити 125 метров. Здесь рекомендуют спицы 3-3,5. Я вязала спицами 3,5. Номер цвета у меня 02. Он не белый, а такой и не желтый, естественно. Как немножко молочный, наверное, можно сказать. Что касается размеров. Я не знаю, как определить этот размер. Я назову все в длину, в ширину. В общем, все параметры в сантиметрах я назову. А вы уже определитесь, какой это размер и подходит вам или нет. Длина моего топа полностью получилась 52 сантиметра. Ширина вот здесь по нижней части 44 сантиметра. А вот здесь я измерила в районе проймы, не растягивая. Тянется хорошо. Не растягивая, все замеры делала 42 сантиметра. Высота проймы 18,5 сантиметров. Ширина вот здесь горловины 18 сантиметров. Высота лямок, значит, ширина лямки 12 сантиметров, высота по спинке 4,5 и по передней части 6,5 сантиметров. На такие размеры пряжи у меня ушло около 200 граммов, даже меньше 4 моточков. Вяжется он, я вязала, по крайней мере, отдельными деталями. Вязать можно до пройм по кругу снизу, затем разделить и вязать отдельно спинку и переднюю часть. Я вязала отдельными деталями и соединяла по боковым швам крючком. Здесь вот швы только, ну их можно, не знаю, как назвать, швы, не швы. Здесь я соединяла методом 3 спиц, а по бокам крючком по кромочным петлям. Что касается узора, схему я вставлю в конце видео, фото схемы, и также эта схема будет на моей странице в Telegram. Ссылка под видео есть. Схема очень простая, поэтому я не стала, здесь вообще все очень просто, я не стала снимать подробно, просто расскажу, потому что здесь все очень просто. Вот этот узор снизу. Вот такая схема. Раппорт здесь 8 петель, и количество петель, которое вы набираете, должно быть кратно 8 плюс 1 для симметрии узора и 2 кромочные. Если вы вяжете по кругу, то просто кратно 8 петлям количество петель должно быть. Начинаем вязание с петли до раппорта. Вот здесь отмечен раппорт. Повторяем раппорт и заканчиваем петлями после раппорта. В высоту узор составляет 28 рядов. Вот я провязала здесь вот этот раппорт. Вот как он есть по схеме, так я и провязала 28 рядов этого узора и дальше перешла на лицевую гладь. Но в начале еще я провязала 2 ряда, прежде чем начать вязать узор, я провязала следующим образом. Как бы я их установочные ряды называю. От начала ряда вот кромочная, затем 4 лицевых, 1 изнаночная. Затем повторяла 7 лицевых, 1 изнаночная, 7 лицевых, 1 изнаночная. Это я повторяю, и в конце ряда 4 лицевых и кромочная. То есть вот здесь вот дорожки идут изнаночных петель, и как по схеме оно идет, так вот я и провязала, чтобы от наборного ряда сразу не начинались накиды, чтобы край был более плотным. Хотите это делайте, хотите не делайте. Что касается по петлям, начала я вязание со спинки. Неважно, можно и с передней части начинать. Я всегда начинаю со спинки, и в этот раз тоже.
Для спинки я набрала 99 петель. Это у меня получилось по количеству раппортов. 12 раппортов умножить на 8, плюс 1 петля для симметрии узора и плюс 2 кромочные петли. И как я сказала, что провязала первый и второй ряд по установочный по узору, и далее провязала 28 рядов по схеме узора 1 раппорт в высоту. Дальше перешла на лицевую гладь и провязала лицевой гладью до пройм 56 рядов ровно. Количество петель я не меняла. Это просто из-за того, что здесь ажурный узор, поэтому здесь ширина немножко больше получилась. Лицевая гладь, она более плотная, чем ажурный узор. Поэтому здесь 44 у меня получилось, здесь 42. Но если потянуть, то растянется и на 44. Итак, провязала эти 56 рядов до пройм и начала вывязывать проймы. После вот этих 56 рядов лицевой глади я начала отсчет с первого ряда. В первом ряду я закрыла с каждой стороны по 3 петли. В начале ряда 3 петли лицевого, закрыла 3 петли, провязала ряд до конца, развернулась и в начале изнаночного ряда закрыла еще 3 петли. Второй ряд довязала до конца. Дальше, начиная с третьего ряда, с 3 по 32 ряд, я закрыла 15 раз по 1 петле в каждом лицевом ряду. Как я это делала? Кромочная, 1 лицевая, затем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Довязываю ряд до конца, остается 4 петли недовязанные, провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая и кромочная. Изнаночные ряды просто провязываем, без убавлений. Убавления только в лицевых рядах. И вот таким образом, как я сейчас сказала, с 3 по 32 ряд я закрыла 15 раз по 1 петле с каждой стороны. Таким образом, вот здесь у меня получилось 30 петель закрыто, и здесь 6. Вот здесь 6, да? 3, 3. Получилось, что всего я убавила за 18 убавлений с каждой стороны 36 петель. На спицах у меня осталось 63 петли. Вот здесь закончилось убавление последнее. Я провязала 4 ряда ровно лицевой гладью на этих 63 петлях. Затем я провязала 4 ряда вот этот узорчик. Схемы нет, просто словами говорю, потому что здесь все очень просто. Значит, от начала ряда кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Все, вот это весь раппорт. И повторяем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Еще раз повторяю. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И вот так повторяем этот раппорт. Получаются вот такие дырочки. Это первый ряд узора. Второй все петли изнаночные. Третий ряд такой же, как первый. Четвертый ряд все петли изнаночные. Дальше провязала я эти 4 ряда узора. После этого провязала еще 2 ряда лицевой гладью. Вот после узора 2 ряда здесь лицевой гладью провязано. Дальше я распределила петли так. На лямочке я оставила по 12 петель. И в середине осталось у меня 39 петель. И я начала вязать первый ряд, значит, после вот этих 2 рядов, первый ряд, в котором я закрываю средние петли. От начала ряда в первом ряду я провязываю 12 петель лямки, затем закрываю 39 петель просто протяжкой, 39 петель закрываю и провязываю оставшиеся 12 петель. И дальше я вяжу вот эту лямку только.
Всего по спинке я провязала лямку вместе с вот этим рядом, в котором я закрывала, 12 рядов. Петли оставила открытыми. Затем начала вязать вторую лямку. Присоединила вот здесь нить. Так как у меня лицевой уже был провязан ряд, значит мне нужно провязать второй ряд изнаночный. Присоединила нить, провязала второй ряд изнаночный и провязала еще 10 рядов. То есть тоже также 12 рядов высота лямки. Петли оставила открытыми. Все, спинка была готова. Теперь передняя часть. Здесь небольшие изменения. Снизу все точно так же. Набрала 99 петель, провязала 2 ряда установочных по узору, затем 28 рядов узора, 56 рядов лицевой гладью ровно. И здесь небольшая разница в том, что более глубокая пройма у меня здесь сделала на передней части. Также, начиная отсчет с первого ряда, в первом ряду закрыла в начале ряда 3 петли, довязала до конца. Во втором ряду в начале ряда также 3 петли, довязала до конца. В третьем ряду закрыла 2 петли еще, довязала ряд до конца. Здесь также закрыла 2 петли в начале 4 ряда. А дальше, начиная с 5 ряда и по 30 ряд, я 13 раз закрыла по одной петле. И получилось такое же количество петель. Также у меня убавлено 36 петель, но чуть ниже. Это для того, чтобы была разница между высотой спинки и передом. 13 раз убавила, так же как на спинке, по одной петле в начале и в конце ряда. После здесь кромочная, лицевая, убавление, здесь в конце убавление, лицевая, кромочная. В общем, так же как на спинке. После того, как у меня было последнее убавление, и здесь я сразу провязала вот эти 4 ряда такого же узора, как на спинке. После узора также провязала 2 ряда лицевой глади. По количеству петель у меня такое же количество осталось, 63 петли. Поэтому здесь лямки все то же самое. Провязала 12 петель, закрыла средние 39 и дальше провязала вот эту лямку 12 рядов. Затем эту лямку точно так же, не 12, 18 по передней части я провязала лямку. Здесь по спинке 12 рядов, здесь 18 рядов. И эту, соответственно, тоже лямку 18 рядов. Петли оставила открытыми. Все, спинка готова. Сшила плечевые швы, соединила методом 3 спиц по открытым петлям. Здесь 12 петель, здесь 12 петель. И затем соединила по боковым частям. Вот здесь. Шов, который он практически невидимый, методом 3 спиц крючком. Это я не раз уже показывала. Складываю вот так лицевыми сторонами друг к другу детали и провязываю крючком соединительными столбиками, захватывая кромочные петли каждой детали. На этом все было готово. Я не делала обвязку. Я оставила вот так, как есть. Я попробовала крючком обвязывать, попробовала этот полый шнур. В общем, разные пробовала варианты, но мне понравилось больше всего вот так. Вам выбирать, как вам больше нравится. Более нежно так получилось. Вот этот край, он аккуратный, закрытый. Пряжа стабильная, она не растягивается и не получается расхлябана. То же самое по краям. Вот здесь можно еще делать так, что я делала убавление, как я сказала, оставляя после кромочной 1 петлю, а затем убавление. Если оставить здесь 2 петли, то вот этот край, он будет еще более утолщенный, более такой заметный. Поэтому, если вы не будете тоже обвязывать, как и я, сделайте вот так, как я говорю.
кромочная, потом 2 лицевые, а потом только убавление. Будет, мне кажется, еще даже лучше. А может быть и лучше пробовать. Вот я сделала так. И я оставила вот так, как оно есть. Без всяких обвязок, без всего. Снизу тоже ничего нет. То есть вот такое простейшее изделие. Связали и готово. Сшили по бокам и по плечам. И можно стирать. Постирала я вручную. Замочила минут на 20. И за это время, может быть, даже 30. Петли стали более пухленькие такие. Они были, казались более неровными и стали немножко как раскрывается пряжа. Это после первой стирки, возможно, после второй раскроется еще сильнее. В размерах вообще ничего не изменилось. Да, перескочила. Значит, замочила просто в жидком обычном порошке. Прополоскала и поместила в стиральную машину на режим отжим. Просто отжим, без полоскания. И все. Затем разложила на горизонтальной поверхности. И вот когда я разложила, я все вот так по размеру расправила, как оно должно быть во влажном состоянии. И когда изделие высохло, было ощущение, что его погладили. То есть вот так все расправилось. А так я не гладила это изделие. Вот здесь до стирки немножко подкручивался край. После стирки, как видите, без даже разглаживания ничего не закручивается. Вот здесь по краям, даже то, что оно чуть-чуть вот так закручивается, это наоборот, оно красоты прибавляет этим. Но оно даже не то, что закручивается, хотя немножко, да, можно сказать, что и закручивается. Только кромочная петля. В размерах, как я сказала, ничего не изменилось. Как связать на другой размер? Все то же самое. Набираете, свяжете образец, определяете плотность вязания и рассчитываете, сколько у вас раппортов помещается в нужной вам ширине с учетом, если вяжете отдельными деталями, вот этой одной петли для симметрии узора в начале или в конце ряда, неважно. И вот здесь тоже пройма у меня получилась, как я сказала, 18,5 сантиметров. Если вам пройма нужна, если у вас будет более широкое изделие, то вам нужно будет к пройме больше, возможно, больше вот этих убавлений. Что нужно сделать? Когда вы дошли до проймы, то рассчитайте вот эту ширину от лямки до лямки, какая вам нужна. И потом отнимите вот это количество, сначала в сантиметрах, потом эти сантиметры переведите в петли. Вот это количество отнимите сантиметров, отнимите от вот этого количества сантиметров, которое вам нужно. И вот эту разницу убавляйте. Вот можно делать это все точно так же. По спинке 3, потом по одной, сколько вам нужно убавить. А по передней части сделайте более глубокую. 3, 2 и потом по одной. Убавляйте на спинке и на передней части такое же количество петель, но с разницей в высоте. То есть здесь вот особых каких-то знаний даже не нужно. Все очень просто. Если у вас остались вопросы, задавайте. Схему, я напоминаю, схема будет в телеграм-канале. И в конце видео вставлю фото этой схемы. На этом у меня все. Я желаю вам приятного вязания, хорошего настроения, всего самого доброго и до новых встреч.